Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Благодарим, что смотрите это видео. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых интересных выпусков. Сегодня мы с вами поговорим о невероятных предсказаниях Ванги и их сбывшихся аспектах. Ванга, знаменитая болгарская провидица, обладала уникальным даром предвидения. Многие пророчества уже сбылись или находятся на грани исполнения. В этом видео мы рассмотрим, как ее слова нашли подтверждение в современных событиях и как они могут повлиять на наше будущее. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир пророчеств и предсказаний Ванги. Ванга, известная болгарская провидица, всегда привлекала внимание своими предсказаниями. Ее видения были столь точны и детализированы, что многие люди по всему миру считали ее настоящим пророком. Недавнее открытие сербских ученых, изучающих дневники Ванги, проливают свет на некоторые из ее пророчеств, которые находят свое отражение уже в современных событиях. Сербские ученые недавно начали детально изучать многочисленные дневники и записи Ванги. Их работа позволила выявить множество предсказаний, которые ранее не были опубликованы. Благодаря их усилиям стало возможным по-новому взглянуть на многие современные события, находя в них предсказанную Вангой суть. Ее пророчества часто касались глобальных катастроф, политических изменений и природных бедствий. Многие из ее предсказаний уже нашли свое подтверждение в реальных событиях. Давайте рассмотрим два из них более детально. Это предсказания о юге славянской страны и возможной диверсии на Каховской ГЭС, а также предсказания о гибели Буша-старшего. Одним из самых загадочных и тревожных пророчеств Ванги, сделанных в 1993 году, было следующее. На юг славянской страны придет страшная напасть. Поля и луга окажутся под водой. Люди будут в спешке покидать свои дома, оставляя на той стороне то, что им по-настоящему дорого. Эти слова наводят на размышления и требуют внимательного анализа. В контексте текущих событий, связанных с конфликтом на границе с Россией, это предсказание выглядит особенно зловеще. Также в последнее время обсуждаются диверсии на Каховской ГЭС в Херсонской области. И, вы знаете, эти вызывали в свое время серьезные опасения среди местных жителей и властей, так как прорыв дамбы на Каховской ГЭС мог привести к масштабному наводнению и катастрофическим последствиям для региона. И вы знаете, то, что произошло, то произошло. И жители действительно были вынуждены покидать свои дома, опасаясь возможного прорыва дамбы. Эта эвакуация напоминает слова Ванги о людях, которые в спешке покидали свои жилища, оставляя все, что им дорого. Несмотря на это, можно пророчество это интерпретировать по-разному. Его связь с текущими событиями заставляет задуматься о том, насколько точными могут предсказания великой быть провидицы. Еще значимое пророчество Ванги касается судьбы бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Ванга предсказала, что он погибнет при взрыве самолета. Однако реальная история жизни и смерти Буша-старшего несколько отличается от предсказания. Джордж Буш-старший, 41-й президент США, скончался 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет. Его жизнь была долгой и насыщенной событиями. Он ушел из жизни естественным образом, прожив счастливую и долгую жизнь, несмотря на предсказания Ванги о его трагической гибели. Это расхождение между предсказанием и реальностью подчеркивает, что пророчества, даже если они исходят от такой признанной провидицы, как Ванга, могут быть интерпретированы по-разному и не всегда сбываются в точности так, как было предсказано. Однако это не умаляет значения ее видений, многие из которых все же нашли свое подтверждение в реальных событиях.
Одними из наиболее значимых и обсуждаемых являются ее предсказания, связанные с Россией и Украиной. Рассмотрим некоторые из них более детально. Одним из самых известных предсказаний Ванги, касающихся Украины, является следующее. Мать городов русских погрузится во тьму. Люди будут бояться зажечь лампочку, чтобы избежать неприятностей. Эти слова вызывают особый интерес в контексте текущих событий, связанных с отключением электричества в некоторых регионах Украины. В последние месяцы жители Киева и других крупных городов сталкиваются с периодическими отключениями света. Это происходит по разным причинам, от экономии электроэнергии до попыток обезопасить важные объекты от возможных атак. Независимо от причин, ситуация, когда люди вынуждены жить без света и боятся зажечь лампочку, действительно имеет место, что делает предсказание Ванги особенно актуальным. Эти события можно трактовать как подтверждение слов Ванги о том, что Киев, как мать городов русских, погружается во тьму. Это не только физическая тьма, связанная с отсутствием электричества, но и метафорическая, отражающая сложные и тревожные времена для страны. Еще одно важное предсказание Ванги связано с Запорожской АЭС. Она говорила, если они будут халатно относиться к тому, что несет большую энергию, то все будут пить горькую воду. Нужно взяться за ум, иначе земля и воздух станут опасны для всего живого. Эти слова Ванги остаются загадочными и вызывают множество интерпретаций. Запорожская АЭС, являющаяся одной из крупнейших атомных электростанций в Европе, оказывается часто в центре внимания из-за своей стратегической важности и потенциальных рисков. В последние годы на фоне политических и военных конфликтов в регионе опасения по поводу безопасности АЭС только усиливается. Предсказание Ванги о халатном отношении к большой энергии и горькой воде можно трактовать как предупреждение о возможных катастрофах, связанных с ядерной энергетикой. В случае аварии на такой станции последствия могут быть катастрофическими для окружающей среды и здоровья людей. Этот сценарий напоминает о Чернобыльской катастрофе, последствия которой до сих пор ощущаются. Одним из наиболее загадочных эпизодов в ее жизни стала встреча с Сергеем из Харькова, которая оставила глубокий след и породила новые пророчества. И давайте рассмотрим подробно эту историю и ее последствия. Эта встреча произошла за год до кончины Ванги. Она принимала у себя Сергея, своего кума, который приехал из Харькова. Во время чаепития Ванга задавала ему вопросы о жизни и семейных делах, когда внезапно, услышав, что Сергей родом из Харькова, впала в настоящий ступор. По воспоминаниям очевидцам, ее голос задрожал, а в комнате повисла томительная пауза. «Так ты из Харькова?» – с удивлением и тревогой произнесла она. После долгого молчания Ванга сказала: «Борьба там будет страшная, друг на друга пойдут. Долго все это будет, а когда закончится, радость от победы будет со вкусом горечи». Эти слова произвели на Сергея и присутствующих глубокое впечатление. Ванга, которая обычно говорила уверенно и четко, вдруг проявила такую эмоциональную реакцию на упоминание Харькова, что это не могло не вызвать тревогу. Ее предсказание о длительном конфликте и борьбе звучало как зловещее предупреждение. Пророчество Ванги о Харькове и длительном конфликте, который принесет радость со вкусом горечи, стало особенно актуальным в свете недавних событий. Харьков, второй по численности город Украины, оказался в центре вооруженных столкновений и политической нестабильности. Ванга предсказала, что борьба будет долгой и тяжелой, и ее слова сбылись. Город оказался в эпицентре конфликта, который продолжается и сейчас. Боевые действия, разрушения и страдания людей стали неотъемлемой частью жизни города. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома, а те, кто остался, живут в постоянном страхе и напряжении.
Радость от победы будет со вкусом горечи. Эта фраза Ванги может интерпретирована как предупреждение о том, что даже в случае окончания конфликта и достижения мира последствия будут ощущаться еще долгое время. Восстановление разрушенных зданий, возвращение людей к нормальной жизни и преодоление психологических травм потребует много времени и усилий. Пророчества Ванги о будущем России всегда вызывали особый интерес и внимание. Ее видения о политических лидерах, геополитических изменениях и судьбе нации оставляют неизгладимое впечатление. Рассмотрим подробнее ее пророчестве о Владимире, слиянии России, Белоруссии и Казахстана, а также их значение в современном контексте. Одно из известных пророчеств Ванги касается лидера России, которого она называла Владимиром. «У вас будет Владимир. Он будет сильным, но часто поспешным в своих решениях. Он будет регулярно балансировать на грани всеобщей любви и ненависти», — говорила она. Эти слова можно интерпретировать как описание текущего президента России Владимира Путина, чьи решения и действия часто вызывают противоречивые реакции как внутри страны, так и на международной арене. Ванга предсказывала, что Владимир будет сильным лидером, способным принимать решительные и порой неожиданные решения. Его политика будет направлена на укрепление России, ее независимости и суверенитета. Однако такие шаги будут часто вызывать как поддержку, так и критику, что приведет к сложной и неоднозначной оценке его правления. Еще одно значимое пророчество Ванги касается возможного слияния России, Белоруссии и Казахстана. Ванга говорила: «Россию хранит Богородица. Страны, которые с ней были, вернутся. Возникнет мощное славянское государство, в котором объединятся три славянские сестры – Россия, Белоруссия и Казахстан». Эти слова звучат особенно актуально в свете последних событий и усилий по интеграции на постсоветском пространстве. Современный контекст подтверждает, что Россия активно развивает сотрудничество с Белоруссией и Казахстаном в рамках различных международных организаций и союзов. Евразийский экономический союз стал платформой для укрепления экономических связей и координации политики между этими странами. И хотя полного политического объединения не произошло на данном этапе, тенденции к более тесной интеграции и сотрудничеству становятся все более очевидными. Ванга предсказывала, что это объединение будет не только экономическим, но и духовным. Три славянские сестры должны объединиться на основе общих исторических и культурных ценностей, что сделает их союз прочным и устойчивым. Совместные усилия по развитию экономики, науки, образования и культуры помогут создать мощное государство, способное влиять на мировую политику. Пророчество Ванги о Владимире и слиянии России, Белоруссии и Казахстана подчеркивают важность лидерства и интеграции для будущего развития этих стран. Они напоминают о необходимости сильного и решительного руководства, способного принимать сложные и ответственные решения в условиях глобальных вызовов и неопределенности. Слова Ванги также акцентируют внимание на значимости единства и сотрудничества между странами, имеющими общую историю и культурные корни. В условиях глобализации и усиливающейся конкуренции на международной арене объединение усилий и ресурсов может стать ключевым фактором для достижения успеха и процветания. Ванга оставила им множество предсказаний, которые касались различных стран и их будущего. Особое внимание она уделила Китаю, который в ее видениях играл значительную роль в изменении мирового порядка. Рассмотрим и ее пророчество о желтом медведе и их связь с текущей позицией Китая, а также предсказания о конце господства Америки и усилении Китая. Одно из самых интригующих пророчеств Ванги касается образа желтого медведя, который, по ее словам, будет наблюдать за происходящим со стороны Сибири. Наблюдает за происходящим со стороны Сибири большой желтый медведь. Мудрый, но хитрый, говорила Ванга.
Многие интерпретируют этот образ как символ Китая, который, несмотря на свою экономическую мощь и растущее влияние, предпочитает действовать осторожно и стратегически. Китай действительно часто рассматривается как желтый медведь, могущественная и умная страна, которая ведет свою политику, основываясь на долгосрочных планах и стратегиях. В последние десятилетия Китай значительно усилил свои позиции на мировой арене благодаря экономическим реформам и активной внешней политике. Ванга также предсказывала конец господства Америки и усиление Китая. Она говорила: господству Америки в мире придет конец после усиления Красного дракона. Этот красный дракон – не что иное, как Китай, страна с коммунистическим режимом, который символизируется красным цветом. Сейчас мы можем наблюдать, как эти предсказания начинают сбываться. Китай активно наращивает свое влияние в различных регионах мира, от Африки до Латинской Америки. Экономическая мощь Китая продолжает расти, и страна становится важным игроком в международных делах. Программа «Один пояс, один путь» демонстрирует амбициозные планы Китая по созданию глобальной инфраструктурной сети, связывающей Азию, Африку и Европу. Одновременно с этим США сталкивается с внутренними и внешними вызовами, которые подрывают их позиции на мировой арене. Экономические трудности, политическая нестабильность и проблемы социальной справедливости оказывают значительное влияние на американское общество и политику. Кроме того, конфликты и напряженность в международных отношениях ослабляют влияние США в мире. Сегодня Китай играет важную роль в глобальной экономике и политике. Страна активно инвестирует в различные проекты по всему миру, стремясь укрепить свои экономические и политические позиции. Китайский юань становится все более значимой валютой, что подтверждает растущее влияние Китая на мировую финансовую систему. Кроме того, Китай активно развивает свои вооруженные силы и технологии. Страна делает значительные инвестиции в научные исследования и инновации, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и космических технологий. Эти достижения еще больше укрепляют позиции Китая на мировой арене. Болгарская прорицательница Ванга оставила после себя множество предсказаний, касающихся не только отдельных стран, но и глобальных проблем, такие как экологическое загрязнение и возможные ядерные катастрофы. Недавно сербские ученые провели детальное изучение ее дневников, что пролило свет на ее видение будущего мира в период с 2025 по 2030 годы. Ванга была одной из первых, кто предсказала катастрофические последствия, вызванные экологическим загрязнением. Она говорила о том, что мир будет сталкиваться с последствиями человеческой деятельности, которые приведут к серьезным экологическим кризисам. В одной из своих предсказаний она упоминала: мир будет устранять последствия того, что люди сотворили сами с собой. Это высказывание можно интерпретировать как предупреждение о том, что человечество должно принять срочные меры по защите окружающей среды. Сегодня мы уже видим, как предсказания Ванги становятся реальностью. Загрязнение воздуха и воды, вырубка лесов, изменение климата – все эти проблемы требуют немедленных действий. Увеличение количества выбросов парниковых газов приводит к глобальному потеплению, которое в свою очередь вызывает таяние ледников и повышение уровня моря. Последствия этого процесса могут быть катастрофическими, включая затопление прибрежных городов и островных государств. Также увеличение числа экстремальных погодных явлений, такие как ураганы, наводнения и засухи. Ванга также предупреждала о возможных ядерных катастрофах, которые могут произойти в будущем. В одном из своих видений она говорила: если они будут халатно относиться к тому, что несет большую энергию, то все будут пить горькую воду. Нужно взяться за ум, иначе земля и воздух станут опасны для всего живого. Эти слова можно интерпретировать как предупреждение о возможных авариях на атомных электростанциях или использовании ядерного оружия.
Сегодня уже мир сталкивается с угрозой ядерных катастроф из-за нестабильной политической ситуации и роста напряженности между странами, обладающими ядерным арсеналом. Примером может служить авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ее долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Этот инцидент напоминает нам о важности строгого контроля за ядерными объектами и необходимости международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Недавно сербские ученые провели и еще одно детальное исследование дневников Ванги, касающихся периода с 2025 по 2030 годы. Эти записи содержат множество предсказаний, которые могут пролить свет на будущее человечества. Ученые обнаружили, что Ванга предсказывала серьезные изменения в политической и экономической ситуации в мире, а также рост экологических проблем. Одним из ключевых предсказаний Ванги на этот период является формирование новой сверхдержавы, которая будет простираться от Балтики до Тихого океана. Эта сверхдержава станет главной альтернативной силой в мире и будет играть важную роль в глобальной политике. Ванга также предсказывала и усиление международных конфликтов и экономических кризисов, что может привести к значительным изменениям в мировом порядке. Одним из самых тревожных предсказаний, сделанных ею, является пророчество о новой пандемии, которая охватит мир в ближайшем будущем. Ванга говорила, что появится новый вид страшной болезни. Он будет заразнее, но слабее в разы заразы китайской. Люди научатся с ним жить. Эти слова можно интерпретировать как предупреждение о том, что человечество столкнется с новым вирусом, который, хотя и будет менее смертельным, чем то, что мы с вами пережили в 2019 году, окажется более заразным. В последние годы мир уже пережил одну из самых разрушительных пандемий в истории, и предсказание Ванги напоминает нам о том, что вирусные угрозы могут стать регулярными. Пандемия вызывает не только медицинские проблемы, но и социальные и экономические кризисы, затрагивая все аспекты жизни людей. Еще одно тревожное предсказание Ванги касалось дефицита питьевой воды, который, по ее словам, станет одной из главных проблем человечества в ближайшие годы. Ванга говорила, что люди будут устранять последствия того, что они сотворили сами с собой. Это высказывание можно интерпретировать как предупреждение о глобальных экологических проблемах, включая нехватку пресной воды. Болгарская прорицательница Ванга оставила множество предсказаний, которые продолжают сбываться и сегодня. Также одно из наиболее тревожных предсказаний касалось Индии. Ванга говорила, что Индия столкнется с настоящим голодом из-за аномальной жары. Это пророчество предупреждает нас о серьезных климатических изменениях, которые могут привести к значительным проблемам в стране. Сегодня Индия уже сталкивается с рядом климатических проблем, которые подтверждают пророчество Ванги. Страна регулярно переживает экстремальные погодные условия, такие как засухи, наводнения и аномально высокие температуры. Эти факторы оказывают разрушительное воздействие на сельское хозяйство, экономику и здоровье населения. Итак, мы сегодня с вами погрузились в мир предсказаний Ванги и рассмотрели ее пророчества, многие из которых продолжают удивлять своей точностью и актуальностью. Каждое из этих предсказаний дает нам пищу для размышлений и, возможно, поможет лучше понять происходящее в мире. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, посвященные великим прорицателям и их тайнам. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими мыслями о предсказаниях Ванги. Какие из ее пророчеств вас особенно поразили? Благодарим за просмотр и до встречи в следующих видео.